Всем привет, друзья! У нас декабрь 2020 года и отличнейшая возможность снять для вас пособие по выбору рефрижератора на базе ВИЗ-2349 Гранта. У нас есть все возможные модификации, и в этом видео вы о них узнаете. Погнали! Единственная возможная комплектация базового шасси ВИЗ-2349 на основе легкового автомобиля Лада Гранта. Все просто. И у нас белый цвет, у нас с вами бензиновый двигатель мощностью 87 лошадиных сил, его объем 1,6 литра, 8-клапанный, давным-давно вам уже знакомый. Что есть в стандартной комплектации? Это значит АБС, очень важная, нужная вещь. По салону у нас с вами электростеклоподъемники, электрический усилитель рулевого управления, водительский аэрбэг, центральный замок дверей, который работает только если вы закрываете двери с водительской стороны. С сентября 2020 года были небольшие изменения в нашем автомобиле. Добавился задний лист рессоры, и грузоподъемность у бортовой версии, по словам завода-изготовителя, стала 850 килограмм. Естественно, с учетом установки изотермического кузова, грузоподъемность снижается. В среднем это 600-650 килограмм. На это вы можете рассчитывать. Посмотрев это видео, вы точно поймете, какой из трех возможных вариантов подойдет именно вам под ваши логистические задачи. Стандартный, удлиненный или увеличенная модификация рефрижератора. Далее подробности. Вот в таком виде мы получаем первый наш вариант. Это стандартный заводской тольяттинский изотермический фургон. Его размеры 1,90 м длина, 1,71 м ширина и 1,20 м высота. В качестве обшивки используется снаружи лакированная сталь. Задние двери у нас идут уже с обшивкой из армированного пластика. Одна штанга, которая открывает и фиксирует наши двери. В качестве обшивки внутри используется лакированная сталь, настил пола, противоскользящий пластик. Наши внутренние размеры примерно 1,88 м, ширина 160 и высота примерно 109 сантиметров. В пересчете, господа, внимание, это дает нам 3,2 куба внутреннего объема и 2 европалета вместимости. Вот это для нас стандарт. В качестве стандартного холодильного оборудования мы по умолчанию используем российское холодильное оборудование марки Fridge, модель FG1000H. Это универсальное холодильное оборудование, которое работает как на охлаждение, так и на обогрев. То есть вы получаете за свои деньги универсальную холодильную установку, которая работает круглый год. С учетом стенок 50 мм вы получаете температурный интервал в вашем автомобиле примерно +5, -10 градусов. Физически этот холодильный агрегат способен на этом фургоне сделать и больше, и -18, и -20. Но если это будет летом больше, чем +25, если это будет эксплуатация в мегаполисе, где очень много светофоров и пробок, и двигатель работает на холостом ходу, то комбинация заводского фургона с толщиной стенок 50 мм и этого холодильного агрегата не вывезет глубокую заморозку. Нужно иметь это в виду. Заводской обтекатель мы демонтируем, так как сюда устанавливаем вот это холодильное оборудование. Сохранить обтекатель здесь с вырезом практически невозможно, потому что нужно вырезать почти 80% его передней части, и он потеряет свою жесткость. Поэтому обтекателя здесь нет. За 980 тысяч рублей по состоянию на декабрь 2020 года вы получаете стандартный полнокомплектный рефрижератор. Базовое шасси белого цвета. Изотермический фургон с толщиной стенок 50 мм, вместимостью 2 европалета и с выдерживанием температурного режима +5, -10 градусов, и универсальной холодильно-отопительной установкой российского производства марки Fridge 1000, которая работает как на охлаждение, так и на обогрев. Если вот по этим компонентам вас этот автомобиль устраивает, называйте нам стандарт за 980 тысяч рублей. Стандартная модификация автомобиля может быть доработана опциями. Мы вам можем врезать дополнительную боковую дверь с правой или с левой стороны по ходу движения. Ширина проема может быть любая. По умолчанию у нас 850 мм.
Мы вам можем установить дополнительный отопитель фургона бензинового типа. Если для вас важно, чтобы здесь, в вашем грузовом отсеке, было больше, чем плюс 5 градусов, когда на улице серьезный мороз, то это средство подстраховки. Это дополнительный отопитель фургона. Мы можем поставить его как отдельную составляющую, так и холодильное оборудование, у которого этот отопитель будет интегрирован в единый пульт управления системой, чтобы вы не мучились и не имели два устройства управления. Сам отопитель мы можем вам запитать либо в штатный бак, либо повесить дополнительный отдельный бачок, по вашему желанию. Мы вам можем изготовить настил пола из рифленого алюминия. Вы можете у нас заказать изотермическую перегородку и разделять свои отсеки. Там охлажденка-заморозка, здесь, например, бакалея, ну и иногда охлажденка. Ну и небольшое количество опций, такие как сигнализация с центральным замком, потому что они регулярно замерзают, магнитолу в штатные места, ну и, например, неплохо было бы сделать антикор. Но если вы перевозите продукты глубокой заморозки или мороженого, то стандартный заводской фургон с толщиной стен 50 мм вам ни в коем случае не подойдет. Ваш выбор – другой фургон с толщиной стенок не меньше, чем 80 мм. В ноябре к нам обратился заказчик, которого стандартные размеры этого фургона устраивали. Но у него была обязательная задача – перевозка продуктов глубокой заморозки. Поэтому мы ему изготовили отдельный фургон на нашем предприятии в городе Красногорске, завод «Исток». Фургон, который имеет толщину утеплителя 80 мм. Используется в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол. Плаг-металл снаружи, плаг-металл внутри – это стандартная компоновка такого фургона. При таких размерах внутренний объем примерно 2,8 куба, полезная длина 1,70 м, полезная ширина 1,5 м, полезная высота около метра. Если вас такие габариты устраивают, пожалуйста, для глубокой заморозки это очень правильное и нужное решение. При этом наш заказчик, помимо задних распашных дверей, попросил изготовить дополнительные двери в правой стенке по ходу движения, а также для удобства его логистики и разгрузки еще и в левой стенке. Если для вас и это тоже имеет значение, пожалуйста, любое количество боковых дверей мы и для вас тоже изготовим. Пришло время познакомиться с вариантом номер 2. Удлиненный рефрижератор на базе ВИЗ-2349. Так как завод такие версии фургонов не поставляет, поэтому это уже другой фургон. Тот, которого мы отдельно и специально заказываем. Его отличительная особенность то, что у него остается такая же высота, как и у штатного, 1,20 м, но меняется полезная длина. Она увеличивается на 30 сантиметров. Итак, удлиненная модификация ВИСа – это длина 2,20 м, ширина 172 и высота 120 сантиметров. В пересчете, если брать внутренние габариты, это примерно 3,9 куба полезного объема и 3 евро палета вместимости. В качестве стандартного исполнения фургона мы заказываем на заводе толщину стен 50 мм. Этой комбинации хватит для того, чтобы поддержать температурный режим плюс 5, минус 10. Типовое решение. В качестве стандартного холодильного оборудования мы также используем холодильное оборудование Fridge 1000H, которое универсально работает и зимой, и летом. Стандартное исполнение внутренних стен – это лакированная сталь белого цвета. Настил пола – сетчатая фанера. Специально выдержанная ширина в 162 см позволяет здесь разместить 3 европалета. Также к стандартной комплектации автомобиля и нашего фургона относится и дополнительная боковая дверь, но одна в правой стенке. Ширина проема по традиции 850 мм. Промежуточный итог. ВИЗ-2349 полнокомплектный рефрижератор, удлиненная модификация, это базовое шасси, это удлиненный фургон
с толщиной стен 50 миллиметров. У нас здесь дополнительно плюс 30 сантиметров к стандарту, и это 2,2 метра. Вместимость нашего фургона по полу 3 евро палета. В стандартном исполнении дополнительная боковая дверь и универсальная холодильно-отопительная установка марки Fridge модель 1000H. В таком исполнении по состоянию на декабрь 2020 года этот автомобиль обойдется вам в 1 миллион 50 тысяч рублей. Но если вы перевозите продукты глубокой заморозки, то ваш итоговый рефрижератор должен выглядеть вот так. Это спецпроект, который мы собрали по требованию нашего заказчика. Толщина стен 80 мм, стандартные размеры для удлиненной модификации 2,20 длина, 172 ширина, 120 высота. Они приезжали к нам и видели и маленькую, и большую версию, и поняли, что лишняя высота им не нужна. Но им нужны были другие опции. Настил пола рифленый алюминий, толщина стен 80 мм, универсальный холодильный агрегат Fridge 1000, который даст на этом объеме режим от плюс 5 до минус 18 градусов. И поработав над возможностью разделения отсека на две части, мы нашему заказчику заказали и изготовили изотермическую перегородку. Поэтому вот таким образом, поставив перегородку в любом месте, вы можете отгородить переднюю часть. Там у вас будет температурный груз, а здесь будет, например, охлажденка, ну или бакалея. Этот спецпроект обошелся нашему заказчику в 1 миллион 190 тысяч рублей. Здесь ко всему этому хозяйству еще и антикор и сигнализация с центральным замком. Ну и, наконец, хит продаж. ВИЗ 2349, рефрижератор, увеличенная модификация. Стандартное исполнение такого рефрижератора – это вся та же изотермическая будка завода Исток, город Красногорск, с толщиной стен 50 мм, но с увеличенными размерами. У нас с вами длина 2,20, ширина 172 и высота 1500 мм. В пересчете внутренний объем наш полезный – это 4,5 куба полезного пространства и 3 евро палета вместимости. Заказывая такой модификации, имейте в виду, что увеличившаяся высота приводит к тому, что общая высота нашего автомобиля от земли до верхней точки это 2,15. И если у вас есть места, где для вас важен этот размер, закладывайте ваши риски. Стандартное исполнение, напомню, это толщина стен 50 мм. Для температурного режима плюс 5, минус 10. Напомню, по полу у нас 3 евро палета. Полезный внутренний объем 4,5 куба. Это то, что сейчас у наших заказчиков пользуется наибольшим спросом. На большинстве фургонов фурнитура дверей у нас запираемая, но не забывайте ее обслуживать, то есть продувать и смазывать. Иначе, если замерзнет, вы вашу продукцию не достанете. Также в стандартном исполнении, так как фургон большой, конечно же, идет дополнительная боковая дверь с тем же шириной проема 900 мм. Она дает вам дополнительное удобство при выгрузке вашего товара. Здесь можно спокойно дотянуться. Поэтому это у нас принято по умолчанию. Фурнитура боковой двери также запираемая. Здесь замочек. В комплектации идет специальный ключик, но тоже не забывайте ее обслуживать. Ну и все та же стандартная холодильно-отопительная установка Fridge 1000, которая работает как на охлаждение, так и на обогрев. Поэтому на этом объеме температурный режим плюс 5, минус 10 градусов. Такое исполнение, господа, по состоянию на декабрь 2020 года обойдется вам в 1 миллион 90 тысяч рублей. Это то, что у нас принято как стандарт для температурного режима плюс 5, минус 10 градусов. Но если вы возите продукты глубокой заморозки, то автомобиль нужно для этого подготовить. При тех же внешних габаритах 2,20, 1,70 м, 1500 в обязательном порядке
нужно увеличить толщину наших стен и, соответственно, утеплителя. При этом очень важный момент, не забывайте, что внутренние полезные размеры у вас уменьшатся. В чистоте у вас останется длина 2 метра, ширина 1500, высота 1300. Это полезный объем примерно около 4 кубов. Дополнительная боковая дверь также сохраняется, но если она вам не нужна, мы ее можем заранее здесь не изготавливать. Ну и в обязательном порядке увеличенные мощности холодильно-отопительная установка. Например, Fridge 2000H. Это гарантированно даст вам в этой комбинации режим минус 18. При этом наш клиент попросил для большей эстетики поставить сюда обтекатель между кабиной и нашим холодильником. Такая опция стоит 10 тысяч рублей. На выходе этот полнокомплектный автомобиль для перевозки глубокой заморозки обойдется вам в сумму 1 миллион 140 тысяч рублей. Вот в таком виде. Поэтому что для вас важно, решать только вам. Самое время подвести большой финал. Итак, господа, посмотрев это видео и получив ответы на все ваши вопросы, вы должны нам позвонить и сказать: мне нужен ВИЗ-рефрижератор стандартный, удлиненный или увеличенный, а также под охлажденку или под заморозку. Ну и плюс те, какие вещи и опции вы увидели, если они для вас важны, мы их обязательно учтем. Поэтому четко сформулированная задача и прекрасно подготовленная полнокомплектная машина станет ваша, если вам это надо. С вами был Кирилл Сухин. До новых встреч. Мы пошли собирать что-то еще.